Армия РФ продвигается под Авдеевкой, Дональд Трамп обогнал Байдена в предвыборном опросе, а у оккупантов большие потери. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Сложные погодные условия замедлили темпы российских операций под Авдеевкой. Нечего лезть в нашу страну. Торговые ассоциации 4 европейских стран призвали бойкотировать польских перевозчиков из-за блокады Украины. И не заключать новые контракты с польскими транспортными компаниями. Возможная война в Латинской Америке. Президент Венесуэлы подписал указ о включении провинции Эссекиба в состав своей страны. Сегодня мы говорим, что мы решительно защищаем нашу территорию с президентом Николасом Мадуро во главе. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Сложные погодные условия замедлили темпы российских операций под Авдеевкой, однако армия оккупантов продолжает наступать. По информации Института изучения войны, Россия наступает вблизи Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка. Геолоцированные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки. Российские источники сообщили, что российские войска продвинулись в направлении Новокалиново, к окраинам Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленную зону к юго-востоку от Авдеевки. Украинские источники сообщают, что на Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тысяч оккупантов. В то же время враг несет значительные потери. В среднем от 300 до 400 человек ежесуточно. Всего было зафиксировано 34 атаки по всему периметру вокруг населенного пункта Авдеевка. Враг пытался наступать по посадкам у Степного. Сейчас ситуация уточняется, где там проходит у нас серая зона, где у нас линия фронта. Вот эти колонны техники, это была попытка рашистов ввести в бой 30-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая закончилась очень печально для этой бригады. Ну, нечего лезть в нашу страну. Они пытались атаковать Авдеевский коксохимический завод, но получили достойный отпор. Также вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевского коксохимического завода и вынудили рашистов отступить с 2 передовых позиций. В свою очередь, Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Президент подчеркивает, одна из главных задач сил обороны на эту зиму – не дать российским захватчикам перехватить инициативу и укрепиться. Завдання нашої держави і зараз зимою, як би це не було складно, проявляти силу і не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України. Нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше і зараз в боях, і взимку, і цієї осені. Важные заявления делает и министр обороны страны. По его словам, Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма. Украина показала всему миру, что может добиваться успеха, в частности, создав проблемы россиянам на полуострове, сообщает Умеров. Дональд Трамп обогнал Байдена в предвыборных опросах. Как сообщает The Wall Street Journal, 47% американцев готовы проголосовать за Трампа. В свою очередь, за Байдена готовы отдать голос всего лишь 43%. Однако, как заявляет эксперт, погрешность рейтинга довольно высокая. Особо доверять таким опросам за год до выборов не стоит. Американская политика иногда делает такие удивительные резкие повороты, что возможно сейчас все. И если мы посмотрим исторически на те опросы, которые проводились за год до выборов, с 1944 года, когда впервые опрос за год до выборов производился, мы увидим, что погрешность бывает в 25%, в 15%. И сейчас отрыв Дональда Трампа от Джо Байдена, согласно проведенным опросам, составляет от 2 до 10% в колеблющихся штатах, то есть в штатах, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. Поэтому сейчас погрешность в таких опросах за год до выборов значительно выше. И мы можем вспомнить, что Хиллари Клинтон совершенно четко побеждала за год до выборов по всем опросам. До президентских выборов в США остался год.
Вероятно, Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев, и он уже не спорит с соперниками, а говорит о своих планах после победы. Он обещает арестовывать известных демократов, высылать миллионы нелегальных мигрантов и называет левых червями. Тем временем его сторонники планируют заменить множество чиновников на лояльных, а судьи и Конгресс готовы поддерживать эти планы. Торговые ассоциации 4 европейских стран призвали бойкотировать польских перевозчиков из-за блокады Украины. Палаты Австрии, Бельгии, Италии и Нидерландов подписали открытое письмо на эту тему. Призываем все компании ЕС и представителей их соответствующих транспортных секторов не возобновлять транспортные контракты и не заключать новые контракты с польскими транспортными компаниями, пока не будут продолжать блокировать польско-украинскую границу. Авторы письма напоминают, что после того, как Россия заблокировала морские порты, Украине пришлось полагаться только на автомобильный транспорт для импорта и экспорта. Блокада на польско-украинской границе, устроенная транспортными профсоюзами, продолжается с 6 ноября, однако ее планируют продлить до конца января. В Брянске задержали замглавы гимназии, в которой школьница устроила шутинг. По данным следствия, халатные действия Ларисы Католиковой привели к тому, что 14-летняя ученица смогла прийти в школу с оружием и открыть огонь. Как уточняет база, задержанного ранее отца Алины обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства дочери. Дробовик БК-3, из которого стреляла Алина А., принадлежал ее отцу Дмитрию. У него было разрешение на хранение и ношение оружия. Условия хранения проверялись каждый год. Претензий к Дмитрию никогда не было. По мнению следствия, отношения с отцом могли повлиять на действия девочки. Важно напомнить, среди задержанных также находится директор школы, глава ЧОП и охранница. Президент Венесуэлы Мадуро подписал указ о включении провинции Эссекиба в состав своей страны. Однако провинция уже находится в составе соседнего государства – Гаяны. Теперь он провозгласил Эссекиба 24-м штатом Венесуэлы. Сегодня мы говорим, что мы решительно защищаем нашу территорию с президентом Николасом Мадуро во главе. И мы постоянно поддерживаем эту великую битву, которую мы собираемся провести 3 декабря. В это воскресенье мы все пойдем голосовать, чтобы сказать, что Эссекиба по-прежнему наш. Ранее Мадуро приказал венесуэльским нефтяным компаниям готовиться к началу операции на гаянской территории, а тех, что оперируют в Гаяне, потребовал свернуть все свои операции в течение 3 месяцев. Бразильский президент Лула также не остается в стороне. Он подчеркивает, нам не нужна война. То, что нам не нужно в Южной Америке, это война. Нам не нужна война. Нам не нужен конфликт. Что нам нужно, так это построить мир. В комментарии нашему изданию гражданин Бразилии заявляет, война в Латинской Америке никому не нужна, а президенты должны предпринять решительные действия для урегулирования конфликта. Все, что мы можем сейчас сделать, это ожидать более решительных действий от президентов. Надеюсь, войны не будет. Никто в Бразилии не хочет войны. Это очень плохо для нас. Нам нужна сильная Венесуэла, нам нужен мир в Венесуэле, нам нужен мир в Латинской Америке. Мы не хотим войны ни в каком ее проявлении. США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа. Как пишет Reuters, за проект проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Ранее Генсек ООН призывал поддержать резолюцию. Однако США наложили на документ вето, а Великобритания воздержалась. Мы не поддерживаем содержащийся в этой резолюции призыв к неустойчивому прекращению огня, которое только посеет семена следующей войны. Представитель США заявил Совбезу, что проект резолюции представляет собой поспешный, несбалансированный текст, который оторван от реальности. Штаты предложили поправки к проекту, в том числе осудили теракты Хамас 7 октября, в результате которых погибли 1200 человек. Еще 240 человек были взяты в заложники. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в повестке новостей, а также подписываться на нас и в других социальных сетях. Телеграм, Твиттер или же ТикТок. До встречи в следующих выпусках.